Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас такое незапланированное видео на канале «Астрология доступна каждому». Я вообще как бы спонтанно решила записать, но очень интересная это сейчас история происходит с кражей, можно сказать, и арестом Николаса Мадуро. И Трамп у нас угрожает всему миру. Я сразу скажу, я не политический обозреватель, я не мунданный астролог, и вообще в целом не думаю, что я бы хотела заниматься именно мунданной астрологией, разбирать гороскопы стран и предсказывать какие-то события по странам. Хотя, ну, кто знает, не зарекаюсь, да, но в целом мне всегда интересны гороскопы людей. И даже тот же самый Николас Мадуро, как он вообще из водителя стал президентом, например. И то, что сейчас с ним происходит, как его вот, допустим, просто взяли и выкрали. Ну вот как это? И сейчас будет суд. Но, опять же, воздержусь. То есть я не хочу давать ему характеристику как личности, я хочу просто с точки зрения астрологии посмотреть, что сейчас происходит, что будет происходить дальше. И у меня еще на сегодня запланирован гороскоп колумбийского президента, который там тоже, которому угрожает Трамп, и который тоже говорит о том, что он будет до последнего сражаться и просто так не сдастся. Значит, про время рождения. Вот этот гороскоп Николаса Мадуро, он есть в общем доступе на сайтах, но время рождения, источник времени рождения неизвестен. То есть откуда эти данные взялись, кто эти данные как бы в сеть выложил, непонятно. Но в целом я смотрю, все астрологи пользуются этими данными рождения Николаса Мадуро, и в принципе более-менее работает. И даже работает то, что я как бы вот, допустим, гороскоп Мадуро не смотрела до того, как его арестовали. Но удивлены некоторые были астрологи тому, что его вот в подпериод Луны арестовали. Хотя, опять же, поскольку я больше целенаправленно занимаюсь как бы личными гороскопами, а не гороскопами стран, я об этом говорила не раз. И даже если мы вернемся к гороскопу Павла Дурова, которого тоже там в период или в подпериод Луны арестовали, и у многих политиков или в целом у многих людей в подпериоды Луны происходят именно волнующие, волнительные события. У Пи там тоже что-то было связано с Луной, если я правильно помню. Ну, может быть, может быть, я ошибаюсь. Но в целом именно под периоды Луны они как бы такие достаточно волнительные и приносят в нашу жизнь весьма стрессовые события, которые для нас являются переживательными. И мы на эти стрессовые события очень остро реагируем. И под периоды Луны в целом, почему еще для публичных личностей являются периодами, когда человека арестовывают, Луна — это наша популярность. То есть, ну, не совсем, конечно, так говорить правильно, но если вы посмотрите, у меня был разбор такой, был прямой эфир по поводу гороскопов блогеров, и когда люди становятся блогерами, когда блоги взлетают, то чаще всего, во-первых, люди хотят вот этой вот популярности, хотят завести блог, хотят проявляться, хотят светиться в периоды, под периоды Луны, и наибольшей популярности, наибольшего успеха человек добивается обычно вот когда происходят периоды Луны. То есть Луна как бы делает нас популярными в какой-то степени. То есть эта популярность может быть хорошая, эта популярность может быть не очень хорошая, но вместе с тем, значит, Меркурий, Луна. У меня здесь немножко будет сдвиг. Я даже, наверное, открою себе на телефоне параллельно гороскоп Николаса Мадуро, потому что по Вимшоттари Даша не смогла я нормально построить его гороскоп в Джаганнат Хохора из-за того, что там часовой пояс с дробными такими значениями, и у меня, значит, здесь не получилось настроить нормально время рождения. И из-за этого у меня получается здесь сдвиг по периодам по Вимшоттари Даша, хотя они нам важны, но в целом мы будем больше опираться на Чарадаши, скорее всего.
Значит, Меркурий, Луна до 31 октября 2026 года. Меркурий, Луна у Мадуры идет. Вот этот вот период Меркурий, Луна. Меркурий в шестом доме гороскопа, в шестом доме, который у нас отвечает за суды, за борьбу, за болезни, за противостояние. Ну, в целом, конечно, Меркурий в шестом доме гороскопа, он и по здоровью может давать. А Луна, на первый взгляд, она такая. Луна, на первый взгляд, она такая достаточно благополучная, но в целом она тоже у нас про судебные дела, потому что Луна у нас находится в накшатре Марса. Луна под управлением Марса, можно сказать, и, в общем-то, она не только под управлением Марса, но она и под аспектом Марса, управителя шестого дома, судов, врагов. Марс в падении, раздраконенный, и поэтому, в целом, конечно, да, судебные вопросы могут тут быть. И конечно, хочется еще такие вот вещи проговорить. Во-первых, вот что хотелось бы сказать. Мадуро, как и Зеленский, Камала Харрис, кто там еще очень сильно раздражает, Макрон. Вот те, кто раздражает очень сильно Трампа, это люди с Марсом в падении. У Трампа Марс во Льве. И Марс во Льве, Марс в падении, Марс в раке, для Марса во Льве он находится в 12 доме от Марса во Льве, то есть это как бы дом потерь. И все, кто с Марсом в раке, они потенциально для Трампа недоброжелатели, они для Трампа не союзники. Ему очень тяжело договариваться с Зеленским, и он давит. Ему очень тяжело договариваться с Макроном, общаться тоже. И мы это видели даже на каких-то встречах, как он общается с Макроном. И Мадуро — это вот из тех вот людей, которые для Трампа раздражители. Но он не только для Трампа раздражитель. Такой Марс, он у Навального Марс в падении. И в целом я соглашусь, что люди с таким Марсом, они очень часто могут становиться вообще в целом даже основная символика вот этого, не символика, а основное значение Марса в раке — это защищаться либо защищать. И такие люди с Марсом в раке, они всегда притягивают к себе очень много агрессии и очень много негатива, таким образом, что, допустим, там в детстве человек с Марсом в раке, он неизменно будет учиться защищаться. То есть будут складываться так обстоятельства, будут возникать такие обстоятельства в жизни, что человеку приходится учиться защищаться, отстаивать себя. И по жизни точно так же. То есть люди с Марсом в раке, они очень часто сталкиваются с тем, что либо в их сторону агрессия, и они учатся защищаться, либо они сами, так как превентивное такое действие, они сами эту агрессию вызывают. Волей-неволей, но они вызывают эту агрессию в свою сторону, либо в целом какую-то агрессию, потому что этот Марс в раке, он либо защищать, либо защищаться. Четвертый дом внутреннего ощущения счастья. Марс в четвертом доме внутреннего ощущения счастья. Поэтому человек с Марсом в раке, он как бы немножко такой психологически надломленный. И такие люди, они очень часто попадают в разные истории, когда, допустим, все пошли, и я пошел, все отделались легким испугом, а я получил по полной программе. Все там участвовали в революции, а наказали только меня. Вот этот вот Мадуро, он один из таких, тем более, что Марс в раке вместе с Раху. Это раздутое. И про этот Раху тоже хочется сказать отдельно. И Кету в Козероге, и Раху в Раке. Ну, во-первых, конечно, то, что Мадуро там явно он в любом случае может быть связан с наркотиками, как бы кто что ни говорил, потому что люди разделились на два лагеря, что Мадуро связан с наркотиками, и Трамп типа все делает правильно, он избавляет там США от наркотрафика. Либо же Мадуро никак с этим не связан, он белый и пушистый, а Трамп просто хочет нефть. Но на самом деле, если так разобраться, допустим, мы возьмем, тут, конечно, у нас по градусам немножко далековато, но мы возьмем все, что нам необходимо. Раху Марс во втором доме гороскопа. Второй дом гороскопа — это дом пищи, дом еды. Второй дом пораженный — это обычно там курение, алкоголь, все, что с этим связано. Косвенно
Лагнеш у нас находится в Скорпионе. Скорпион — это тоже такой знак, который может давать всякого рода стремление вот в тайные зависимости и прочее, прочее. Ашлеша у нас есть. От Макарака, планета души, Марс у нас в Ашлеше. Ашлеша — это ядовитая накшатра, то есть Ашлеша тоже может давать связь. Ну, Ашлеша бывает у фармацевтов, конечно. Ашлеша бывает у людей, которые связаны каким-либо образом с ядами. Ну, водитель каким образом был с ядами связан, непонятно, потому что он был водителем же. Плюс у нас еще есть соединение Луны и Нептуна, что тоже, конечно, говорит о том, что Луна, наша психика, она подвержена воздействию каких-то иллюзий, может быть зависима от каких-то иллюзий в том числе, либо она может быть связана с какими-то иллюзиями. Поэтому в целом я бы не сказала, что он такой прям белый и пушистый, тем более, что Раху Кету у него еще на оси 2-8 дома гороскопа. И подоплека какая-то есть. Какая-то подоплека, какая-то доля правды в этом есть, и что-то тут все-таки будет, если говорить о том, насколько он чист, насколько он не чист. Но интересно что? Интересно то, что Раху Кету 4-й, 10-й знак, то есть 4-й знак зодиака Рак у нас соответствует недвижимость, транспорт, психика, в том числе внутреннее ощущение счастья. И Мадура работал водителем автобуса, и по сути, как бы работает и себе дальше водителем автобуса, и может быть все бы было хорошо. Потому что если, опять же, это та теория, которую не все принимают, но в целом, если этой теории верить, то получается так, что Раху в раке — это та сфера жизни, в которую человеку и страшно идти, в которую будет тянуть, и в которой он должен развиваться. А кету — это как бы наш талант и то, что мы умеем с легкостью реализовать. То есть кету в Козероге мы умеем с легкостью, в принципе, построить карьеру в какой-то структуре. Для чиновника это бонус, то, что чиновник может с легкостью карьеру построить, если захочет. А вот Раху в раке — это больше про то, чтобы реализовываться в домашней сфере, дом строить, машину, транспортом управлять, психологией какой-то заниматься, налаживать отношения с мамой, все в таком роде. То есть води автобус, и как бы все будет хорошо. Но водить автобус ему было мало, он не захотел водить автобус, он захотел наоборот. То есть как бы он сначала пошел сюда, а потом вернулся сюда, в Козерог. Решил, что все-таки власть ему... Но Козерог, получается, что Козерог ему приносит кризис какой-то жизненный. Если так разобраться, Кету в Козероге в 8-м доме гороскопа, ну, либо, во-первых, через кризис он туда приходит, а во-вторых, в целом кризис приносит вот этот вот поход в 8-й дом гороскопа в Козерог. И он пришел к власти через кризис, через то, что ухудшилось состояние Уго Чавеса, и власть, в общем-то, тоже привела его к кризису на данный момент. Но мы посмотрим с вами даже не... Мы посмотрим даже не Вимшота Ридаша, потому что Вимшота Ридаша менее информативно в таких вопросах. Может быть, мы посмотрим Чарадаша. И потом посмотрим еще президента Колумбии. Знаете, что еще тут хочется отметить? Что еще тут хочется отметить, это то, что интересно, я смотрела по подпериодам, что под предыдущий подпериод Марса, подпериод, по-моему, это был Сатурн-Марс, а Марс у него подпериод будет еще впереди. И, конечно, этот подпериод Марса должен сработать как-то по-другому, потому что основной период другой. Но это был основной период Сатурна, когда Сатурн у нас указывал на поражение 9-го дома гороскопа, то есть Уго Чавес умер, именно руководитель этого Мадуро, и он занял место в Сатурн-Марс, он занял место Уго Чавеса, пришел на его место сначала как исполняющий обязанности, потом он победил на президентских выборах. И, естественно, период был другой. А сейчас период Меркурий-Марс, но в гороскопе карьеры Марс, в общем-то, дает какое-то возвышение Мадуро.
И не совсем уж такой он критичный. Он в основном в гороскопе он выглядит как бы так не очень, но он дает какую-то поддержку выше стоящих каких-то лиц, он дает какую-то помощь вышестоящих лиц. И если мы посмотрим в гороскопе карьеры Махадаша Меркурия самого, Меркурий здесь у нас в своем собственном знаке, в знаке своей экзальтации. И, конечно, Меркурий в собственном знаке, в знаке своей экзальтации, но под аспектом Юпитера и под аспектом Раху. Но в целом гороскоп говорит о том, что Мадуро будет получать поддержку какую-то. И пусть сейчас эта поддержка такая, типа просто там поговорили, но по факту я думаю, что все-таки какая-то поддержка для Мадуро будет, и даже сейчас уже можно, ну, во-первых, у него есть вот этот вот потенциал Луна с Венерой в весах, то, что у него есть потенциал нравиться, он обаянием может брать. И мы видели, что он там танцевал, и что он на всех фотографиях улыбается. То есть это человек, который, несмотря на то, какой бы он ни был внутри, но он умеет обаять, привлечь, он умеет собрать вокруг себя много людей. Давайте не будем забывать про Юпитер в Водолее, который точно так же имеет потенциал на то, чтобы объединять, находить сторонников, находить единомышленников, находить последователей. Поэтому я думаю, что у Мадуро все-таки в 2026 году, вот во второй половине 2026 года будет какая-то сила, может быть, которая будет его, ну, пытаться вот спасти, пытаться его вытащить откуда-то из тех обстоятельств, в которых он будет находиться. Потому что, в общем-то, в гороскопе карьеры Меркурий, ну, не настолько плох, насколько... И если мы говорим вот про эти периоды, да, то есть сейчас у него получается Меркурий, Луна, Марс, Раху. Это будет до 2030 года. Раху. Юпитер еще будет в 2030 году. Ну, такие сильные периоды, на самом деле, когда еще он будет получать какую-то известность, какую-то поддержку. А если мы посмотрим гороскоп места проживания D4, кстати, тут что интересно, у меня здесь немножко будет, наверное, неправильный гороскоп, потому что вот так вот должно быть. Из-за того, что у меня тут время немножко неправильно сместился гороскоп, и вот если мы посмотрим Меркурий, Меркурий, конечно, указывает на то, что человек переезжает как бы за границу. По итогу Луна дает такое стрессовое нарушение комфорта в этом периоде, потому что она в 8 доме гороскопа находится. Стрессовое нарушение комфорта, такие вещи. Марс, ну, Марс, конечно, вот он соединен с падающим Сатурном, он все равно тут с какими-то ограничениями, все равно какие-то ограничения здесь есть. Раху, Юпитер. Ну, в общем-то, все равно Юпитер хорош. То есть, если говорить так по периодам, Юпитер у нас будет с мая 2030 года, то можно сказать, что Юпитер дает надежду на то, что, ну, как бы, я не хочу быть человеком, который выражает какое-то пристрастное мнение, но Меркурий, Юпитер — это период, когда Мадуро явно уже не будет под стражей, не будет на свободе, и будет какая-то поддержка. И если, то есть, если, конечно, его там не казнят, и он не исчезнет, потому что Марс такой в раке, он может такое давать, но в целом выглядит так, что, ну, наверное, может быть, когда там Трамп уйдет, и Мадуро тогда выйдет. Предположительно. Но будем смотреть, как будут развиваться события, потому что в целом Меркурий и Юпитер — это уже такой период. Если Марс, он тут еще такой как бы зажатый с Сатурном и с Кету. Сатурн у нас падающий хозяин 12 дома гороскопа.
Хотя потом тоже после Юпитера Сатурн, то есть не сильно долго нарадуешься, но все равно. Значит, давайте посмотрим по другой системе, по Чардаше. Вот у меня как раз сейчас заканчивается курс по Чардаше. Первый поток и второй поток начинается 23 февраля. Обожаю Чардаши, потому что Чардаша просто как разукрашка. И Чардаша гораздо более четко показывает. Во-первых, Лев период по Чардаше в целом он такой склонный давать падение с высоты, падение с пьедестала для чиновников, для руководителей, для вышестоящих, для селебрити там и так далее, и так далее. Почему? Потому что, ну, есть несколько признаков того, почему. И помимо этого и потерю дома, переезд Лев тоже может давать. Ну, как бы я в этом курсе подробненько про матрицу каждого знака рассказываю, что бывает, чем опасен тот или иной период. Но опять же, в этом периоде здесь есть сразу вот то, что бросается в глаза, то, что сразу указывает на проблемы для Мадура. Это то, что в первом доме гороскопа у нас находятся сразу вредители. Это Плутон, это Уран, это Манди Гулика, первый дом гороскопа, который отвечает за все благополучие периода. Он у нас сразу под воздействием вредителей. И в общем-то, это как бы такой первый звоночек. Управитель первого дома гороскопа у нас получается Солнце, и Солнце в этот период соединено с Меркурием, а Меркурий это тоже вредитель в данном контексте, потому что Меркурий Гнати Карака, показатель врагов, долгов. Ну, в общем-то, Мадуро, кстати, здесь, возможно, очень сильно укреплялся. Я бы сказала, вот если смотреть так по периоду Чардаша, Мадуро, возможно, очень сильно укреплялся, да, он как раз-таки, возможно, заранее там предчувствовал, этот период у нас начался в ноябре 2021 года, и он, когда стал, получается, президентом, он как раз-таки и стал президентом, по-моему, недавно, повторно, да, если так разобраться. Ну ладно, я сейчас не буду искать, но вот этот период, он указывает на то, что человек вкладывает деньги, и очень активно он может строиться, строить те же самые бункеры, убежища, и все в таком роде. То есть окапываться, делать так, чтобы вот закопаться, чтобы никто не нашел. Помимо этого, здесь есть признак того, что по итогу человек потеряет свою власть, потеряет свою работу. То есть не то чтобы власть, он потеряет работу, саму работу, которой он сейчас обладает. И у нас об этом говорит как минимум Кету в 6-м доме гороскопа, о том, что человек потеряет саму работу. Но при этом, в общем-то, я бы сказала, что все равно статус человека в период Льва не так уж сильно и страдает. Его, да, вывезли насильно из дома, здесь управитель 4-го дома, Марс в падении вместе с Раху очень описывает эту ситуацию, что Мадуро вывозит из дома, но статус человека как будто бы не страдает. И вот Мадуро, он же пришел, там вчера был суд, первое заседание, Мадуро пришел на это первое заседание, он вел себя достаточно спокойно, и даже уже сейчас есть люди, которые говорят о том, что так можно, вернее, о том, что так нельзя делать, о том, что так нельзя поступать, что это опасный прецедент и так далее. И, в общем-то, несмотря на то, что вот это все происходит, здесь очень сильный 6-й дом гороскопа, очень сильный дом борьбы. Хоть тут у нас и Сатурн снижает в любом случае статус Мадуро, но все не так вот прям, чтобы очень-очень негативно. Хотя очень есть плохая вещь, это то, что у нас в первом доме гороскопа находится Плутон, и в 12-м доме гороскопа находится Марс. Вот если взять вот этот Марс в 12-м доме гороскопа и Плутон в первом доме, то очень большая опасность, что просто Мадуро может не дожить до справедливого суда, не получить справедливого суда, а то, что этот суд может быть несправедливым, так, чтобы его там потихонечку и куда-то прибрали. Лев сейчас у нас идет и под период Водолея, когда его сейчас арестовали, и под период Водолея, опять же, под период Водолея, это период, который часто дает
переезды, и, в общем-то, Мадуро, можно сказать, переехал в другую страну. И до 23 мая будет этот период Водолея, еще будет еще одно судебное заседание. В принципе, я бы сказала, что в этом периоде по Чарадаша судья может быть более благосклонным к Мадуро, несмотря на то, что... Ну, то есть достаточно справедливым для него, хотя Мадуро в этот период, опять же, находится в заключении. Вот у нас управитель всего периода находится в 12 доме гороскопа, он находится в заключении. Очень много внимания к этой ситуации, о нем говорят, о статусе Мадуро говорят. И судебных вопросов, судебных каких-то претензий к Мадуро очень много, поэтому Раху в первом доме гороскопа. А следующий период, ну, то есть это сейчас то, что сейчас происходит и будет еще происходить. А следующий период с 23 мая 26 года у нас рыб будет. То есть, ну, мы можем, в принципе, особо далеко не смотреть. Можем смотреть на тот период, который у нас есть. Ну вот Мадуро у нас опять находится в 12 доме гороскопа, грубо говоря. То есть он либо опять переезжает, либо его там переводят в какую-то другую тюрьму. То есть он опять у нас как бы куда-то перемещается. При этом очень сильно пораженный пятый дом гороскопа. Пораженный пятый дом гороскопа, конечно, он очень сильно влияет на эмоциональное впечатление. И, в принципе, период рыб для Мадуро как бы такой не очень хороший, потому что здесь есть признаки того, что он будет проживать какие-то шоковые события, которые будут его очень сильно эмоционально триггерить. Здесь будет, скорее всего, будут судебные заседания, уже такие как бы разбирательства. То есть это не просто, когда ему зачитывают объявление, здесь будут уже такие серьезные разбирательства. И эмоционально, и психологически здесь Мадуро страдает в этот период, поэтому я не думаю, что для него будет такое значительное облегчение. Этот период еще нам указывает на то, что будут какие-то новости, какие-то даже, может быть, тайные у Мадуро могут быть в этот период какие-то тайные договоренности, переговоры с кем-то тайные, в том числе, возможно, о работе, в том числе, возможно, о том, чтобы заключить какую-то сделку. А может быть, даже эти тайные переговоры могут касаться его жены, например, там жену освободить за счет него, за счет его каких-то поступков. То есть что-то будет, тут какие-то будут тайные переговоры. Ну, вряд ли, конечно, с Трампом, не знаю, может быть, с какими-то покровителями, может быть, еще с кем-то, но с кем-то будут какие-то тайные переговоры, тайные договоренности. Но указаний пока что на то, что Мадуро вот побеждает в каких-то судебных процессах, тут, конечно, нету. А вот, кстати, если посмотреть на период Овна, то период Овна какие-то принесет все-таки какие-то такие истории, когда Мадуро в чем-то оправдывается, в чем-то, может быть, его там делают невиновен, в чем-то его оправдывают, в чем-то его дают ему возможность как бы, ну, то есть снижается, может быть, количество там предъявляемых обвинений или что-то в этом роде. Это у нас будет 27 год, это у нас будет еще Меркурий, Марс и потом Раху. Но при этом здесь у Мадуро, кстати, очень сильный такой период борьбы. И вот этот период, кстати, Овна вместе с периодом Марса и Раху выпадает. Вот здесь вот очень опасный период для здоровья, для жизни у него в период Овна. И это получается 26-27 год. Период Овна для Мадуро очень опасен для здоровья. И если мы посмотрим на 27 год, на гороскоп, то тут, конечно, тоже очень сильно видно, что 27 год, получается, 27-28 для Мадуро будут очень опасные. У нас и Плутон в первом доме гороскопа, и Юпитер в 8 доме гороскопа делает випарит Раджа-йогу, а Юпитер в этом
случай у нас от Макарака. В общем, 27-28 год для Мадуро очень какой-то опасный и неприятный. И даже здесь можно было бы еще посмотреть по другой системе прогнозов тоже. Тоже 27-28 год, в общем, для Мадуро это очень неприятные, опасные годы. Опасное время, когда его могут... Ну, может он, конечно, заболеет, что-то такое. Давайте еще глянем гороскоп Петра Густава, который, на самом деле, можно сказать, зря выпендривается. То есть, опять же, я не про то, что там я на стороне чьей-то этого Петра Густава или Мадуро или Трампа. Я не на чьей стороне. Но с точки зрения, допустим, Петра Густава, который на данный момент является президентом Колумбии, у него тоже есть потенциал на то, что Трамп может его точно так же выкрасть или что-нибудь сделать с ним, как с Мадуро. Потому что, во-первых, Трамп об этом говорил, а во-вторых, давайте посмотрим, какой период он проживает. У него с мая 2019 года по май 2036 года идет период Меркурия. И Меркурий этот образует випарит раджа-йогу, то есть йогу, которая у нас указывает на преодоление. Ну, то есть классически это йога, которая указывает на улучшение или типа победу после препятствий. Но по факту это йога, которая указывает на то, что человек будет преодолевать какие-то трудности. Причем это йога сформирована падающей планетой в падении Меркурием. И Меркурий этот находится в Накшатре Уттара-Бхадрапада. Ну, это как бы меньше из зон, но Уттара-Бхадрапада — это передние ножки похоронного катафалка. То есть в целом период Меркурия, он говорит о том, что будут у него там сражения и препятствия, и все в таком роде. И Меркурий в 6-м доме, в доме врагов, долгов, болезней, падающий управитель 12-го дома, 12-й дом потерь, больниц, изоляции. Это, конечно, может касаться его и здоровья в первую очередь, но в целом Меркурий в Накшатре Сатурна, и Сатурна Матья Карака, показатель профессии, и Сатурн в целом еще, что еще очень важно, то есть Меркурий сам по себе, период Меркурия, он как бы указывает на то, что человек может ездить, посещать другие страны, может там эмигрировать. Он в Накшатре Сатурна, а Сатурн у нас управляет 3-м домом, стоит вернее, Сатурн управляет 4-м домом, стоит в 3-м доме. То есть Сатурн напрямую в гороскопе этого Петра Густава указывает на переезд, скорее всего, дальний и, возможно, вынужденный. И если говорить про гороскоп, там, который у нас отвечает за переезды, поездки, переезды, то Меркурий, в принципе, у нас управляет 9-м, стоит в 6-м доме гороскопа, то есть может быть такое, что эмиграция в связи с проблемами. Но Петра Густава, он не будь дурак, я думаю, что вполне вероятно, что он может попытаться сбежать. То есть тут опять же, возвращаясь к кармическим вот этим узлам Раху и Кету, у него ось такая перевертыш: Раху в Деве, Кету в Рыбах, но Раху в 12-м доме гороскопа, Кету в 6-м доме гороскопа. Какая стратегия, тактика часто у людей с такими осями? Одна из тактик — это замереть и отказаться от борьбы, либо бежать. А есть тактика просто вступить в борьбу, и даже если эта борьба не имеет смысла, даже если эта борьба полностью может перевернуть твою жизнь, но все равно надо сражаться. И пока что этот Петр Густава говорит о том, что я вот буду сражаться, пусть только Трамп попробует там ко мне прийти, я буду сражаться. И при этом можно сказать, что он в целом, как, кстати, и Мадуро. У Мадуро, заметили, у него управитель 1-го дома гороскопа в 6-м в Скорпионе, то есть он такой за битву, за сражение. И у этого точно так же управитель 1-го дома гороскопа в 6-м, то есть это 2 бойца, но это и 2 бойца, которые могут в том числе и страдать от своей вот приверженности к борьбе. Это 2 человека, которые борьбой, через борьбу берут свое. Что Мадуро, что этот Петра Густава, они берут свое через борьбу. Но у Петра Густава еще и ось Раху Кету, она на оси вот этой вот борьбы 6-12 дома гороскопа. И он либо
вступает в борьбу, либо пасует и убегает. Это две тактики, как бы две стороны одной медали. И вполне вероятно, что это не так, как Мадуро, который, опять же, у которого Раху в раке, и он привязан к тому месту, где он живет, и ему очень сложно отказаться от того места, где он живет, и взять просто так и уйти, да, а его как бы жизнь вот так вот отрывает от того места, где ты живешь, ну, разными обстоятельствами. Как хочешь, так и понимай. Вот это вот у тебя была задача не в политику лезть, а заниматься там домом и всем остальным, но если ты не хочешь, ну тогда вот так вот, условно. И здесь точно такая же история. Либо борись, либо убегай, но как бы бороться так или иначе придется, потому что эта ось, она всегда никого не оставляет равнодушным, никого не оставляет без какой-либо борьбы в жизни, и у этого Петра Густава это так есть. Но что интересно, ладно, у него сейчас как бы идет период Меркурий, и до а, июня 26 года у него идет под период Солнца. Опять же, как мы с вами говорили у Мадуро, да, что у Мадуро все, вот эта вот великолепная популярность на весь мир проявилась под период Солнца. У Петра Густава в июне 26 года меняется под период на Луну. Луна у нас управляет 10-м домом работы, статуса. И меняется статус человека, плюс человек становится очень знаменитым, Луна стоит в 4-м доме гороскопа. То есть помимо того, что меняется статус, меняется еще и место жительства. Либо каким-то образом вот этот статус влияет на место жительства. В принципе, в гороскопе, который у нас отвечает за место жительства, Луна не говорит о том, что, то есть вот если мы посмотрим на гороскоп этого Петра Густава, она не говорит о том, что он под арестом. Она говорит о том, что он может у каких-то партнеров находиться, проживать у партнеров, может быть, прятаться на какое-то время и таким образом пытаться избегать вот какой-то истории. Может, он там в бункере, конечно, будет отсиживаться. И Марс, он такой тоже. Марс, он такой следующий период, вот с ноября 27 года, он такой прям резко куда-то, может быть, сорваться, резко куда-то спрятаться. Но вот в Марс его могут быть какие-то попытки арестовать его, да, тем более, что у него Марс в основном гороскопе, он находится в 5-м доме гороскопа, и, то есть попытки, может быть, и будут и в Луну, но он в Луну как будто бы избегает, потому что Луна у него, если гороскоп этот верный, Луна у него не указывает на то, что он может быть арестован. И он, кстати, тоже тут, наверное, когда он пришел к власти, он тоже, наверное, там где-то окапывался, и, в принципе, у него тоже есть такие потенциально вероятности посидеть в не самых приятных условиях по его гороскопу, который у нас отвечает за место проживания. Но в целом, скорее, можно было бы сказать, что Луна, она дает такой вот у кого-то под прикрытием. Потом, если мы посмотрим на гороскоп его по Чарадаше, то, в принципе, опять же, вот этот вот вероятность падения, грубо говоря, с высоты у него сейчас, можно сказать, присутствует, вот этого вот падения его власти, статуса. Но, в общем-то, я бы сказала, что, во-первых, Лев у нас не совпадает с Солнцем, он еще у нас заканчивается тогда же, когда и Солнце, а самые активные действия у нас начинаются с Луны. Возможно, там у них в Колумбии будут выборы, я не знаю. В принципе, Лев для этого Петра Густава, он выглядит неплохо с точки зрения его возможности, но он, кстати, будет прятать денежки. Он, кстати, будет прятать денежки, он будет свои ресурсы выводить. Он не дурачок с этой точки зрения. У него, вон, управитель 2-го дома ушел в 8-й дом гороскопа. Он будет все там прятать, будет, может быть, на детей переписывать. И таким образом будет подстраховываться. И по месту жительства здесь есть потенциал на то, что он может где-то прятаться, но в принципе не в период Льва. А вот следующий период Девы, который у него наступает,
с апреля 26 года до 32 года. Вот период Девы — это уже интересно. Период Девы. Во-первых, период Девы, он 12-й дом от основного дома гороскопа. Это уже говорит о том, что он может переехать. А во-вторых, период Девы, здесь у нас явно есть проблемы уже у этого Петра Густава, потому что управитель всего периода у нас в падении Меркурий. Это уже большой минус для здоровья, для благополучия человека. И помимо этого в первом доме гороскопа стоит Раху. То есть если бы ему предложили выбирай там, ты переезжаешь, как Мадуро предлагали, переезжаешь в Турцию, либо ты остаешься здесь, то лучше, конечно, выбирать куда-то переехать, потому что в целом переезд тут в любом случае есть, и он в любом случае куда-то должен переместиться, потому что у него Раху в первом доме гороскопа, Раху иностранец, то есть он переезжает в иностранное государство какое-то. И какое это будет иностранное государство, но это уже, скорее всего, его будет выбор, какое будет иностранное государство, но он однозначно здесь переедет. И как бы гороскоп показывает о том, что это вынужденный такой переезд в связи с какими-то обстоятельствами. Плюс к этому у нас есть еще одна Випарита Раджа-йога тоже, кстати говоря. И Атма Карака у нас планета. Ну, тут период на самом деле больше не про здоровье. Он больше про то, что у него будут проблемы со статусом, проблемы именно с его профессиональной деятельностью. Опять же, будут ли у него судебные дела, точно так же очень вероятно, что на него будет заведено какое-то судебное уголовное дело. У нас Арутха 6 в первом доме гороскопа стоит. Но это надо посмотреть, потому что вот когда у него поменяется Дева для него такой весьма опасный период, который может ему принести проблемы. Хотя вот человек на самом деле очень сильно вовлечен в дела детей, и там проблемы могут быть с детьми у него в этот период времени, какие-то, может быть, даже и судебные дела или еще что-то. Но тут я уже в это очень сильно не погружаюсь. Тем более, что у него потом Марс в пятом доме гороскопа, да, Луна, потом Марс в пятом доме гороскопа. То есть у него еще какие-то истории с детьми могут быть параллельно, которые его будут волновать в жизни. Но в целом, то есть если так брать, вот этот Петро Густаво, он на самом деле действительно второй кандидат на то, что если сравнивать периоды его, сравнивать с Мадуро, если сравнивать периоды Трампа, то, конечно, Петро Густаво — это такой человек, который зря бравирует, да, можно сказать, что зря бравирует, потому что у него тоже периоды не очень хорошие, но ему скорее может больше благоразумия хватить для того, чтобы обезопасить себя именно с точки зрения спрятаться. Но, опять же, повторюсь, это такой не политический разбор, это разбор с точки зрения гороскопов личностей. И что интересно, кстати, еще, потому что Трамп угрожал еще и этому, как его, президенту Кубы, а президент Кубы родился буквально на один день позже, чем президент Колумбии. У них, в принципе, очень похожие гороскопы, просто у президента Кубы неизвестно время рождения, а у президента Колумбии время рождения известно. И тоже, что интересно, что вот этот вот Петро Густаво, он подает себя как гуманист, у него Марс в Водолее, в принципе, но вот это вот поражение Марсом, Сатурном, Накшатры, Пурва, Бхадрапада, оно такие, знаете, дает очень сложные гуманистические истории. И я об этом даже писала, когда был арестован там российский Арсен Маркарян, вот этот вот тоже типа такой с серьезными такими философскими замашками. Вот они очень гуманистические идеи на самом деле такого искаженного толка часто бывают. Ну и в целом, да, вот этот товарищ, он больше такой революционно настроенного характера, то есть если уж он либо сражается, либо вот прям бежит, но у него может быть, скорее всего, так, две крайности, либо так, либо так. И вот на самом деле, если говорить про
вот этого Петра Густава, ему гораздо сложнее найти такое количество единомышленников, кстати, вот как тому же самому Мадуро. Хотя, в общем-то, в гороскопе карьеры у него Луна и Венера в соединении. То есть, когда у него будет под период Луны, и с точки зрения того, что вот он, допустим, попадется ли Трампу и сможет ли Трамп его выкрасть, то я бы сказала, что Луна у него, конечно, она склоняет к тому, чтобы частично, может быть, там отдыхать, запускать какие-то проекты, может быть, совместные даже с детьми, с какими-то партнерами, опять же, и помощь какую-то от партнеров получать. Но она не указывает на то, что все у него там плохо, если время рождения точное, конечно, но она не указывает на то, что у него все плохо, что он там арестован или еще что-нибудь. Хотя потенциал все равно то, что претензии, то, что ему придется как бы себя защищать, он есть. Ну, в общем, так. Такое у меня сегодня было спонтанное видео. Напоминаю о том, что 23 февраля будет Чародаш, и я ссылку прикреплю еще в описании, в комментариях к этому видео. Приходите. На днях уже у нас тут будет последний практикум, я еще потом опубликую отзывы о курсе. И я думаю, что отзывы будут очень хорошие. Ну и пока есть возможность, потому что следующий поток уже, я думаю, что будет не раньше осени по Чародаше. Ну и все. Надеюсь, это видео будет вам полезным для каких-нибудь целей, например, для изучения астрологии. И хороших вам праздников. Пока-пока.